я купил портативку Anbernic RG Cube XX. Это более дешевая и упрощенная версия Anbernic RG Cube. Различить их можно по расположению стиков. А сейчас я поделюсь с вами хитростями того, как я на ней играю. Основной фишкой этой консоли является ее квадратный экранчик размером 72 на 72 мм с разрешением 720 на 720 пикселей. Вообще, ширина экранчика 72 мм используется почти на всех портативках Anbernic. Следовательно, играть в игры формата 4 на 3, как на Sega Mega Drive, Game Boy Advance или MS-DOS, на этом кубе очень комфортно. А вот игры таких консолей, как Game Boy, Dendy, Super Nintendo и Nintendo DS получают дополнительный увеличенный экранчик. Благодаря изогнутому сзади корпусу кубик очень удобно держать в руках, практически как геймпад от Xbox One. Дополнительные стики я обычно использую в играх с видом сверху, чтобы не ломать пальцы об обычную крестовину. На RG Cube XX можно установить несколько операционных систем. Я пробовал стоковую, Knuly и MuOS. Мои тестовые забеги в God of War Chain of Olympus для PSP и Принц Персии 2 для DOS показали, что наилучшая оптимизация все же у стоковой прошивки. Именно на ней я сейчас и играю. PSP игры идут неплохо, но вот ширины экранчика хватает не всем играм. Прошивку Knuly я установил на отдельную SD-карту и могу запускать ее в любую минуту. Теперь о том, как максимально эффективно использовать наш квадратный экран. Например, я хочу поиграть в игру Batman Returns для SNES. Запускаем эмулятор. По умолчанию тут уже настроена рамка, но мы видим, что картинка развернута не на весь экран. Заходим в меню. Overlay. Отключаем рамку. Теперь идем в главное меню и настраиваем видео масштабирование. Здесь сдвиг по области просмотра у меня 0, а соотношение сторон установлено по выбору ядра. Возвращаемся в быстрое меню и проверяем, чтобы в опциях ядра Perfect Aspect Ratio, соотношение сторон, было uncorrected, то есть пиксели у нас будут квадратные. Crop Overscan можно поставить на 12 пикселей. Теперь, чтобы сгладить неровности масштабирования, мы идем в шейдеры, нажимаем «Загрузить пресет», ищем Interpolation и выбираем Sharp Bilinear. Готово! Теперь вновь нажимаем кнопку меню и видим, что экран игры у нас стал просто огромным. Как видите, изображение у меня выровнено поверху, потому что так картинка получается немного приподнятой, а значит, не надо сильно наклонять голову во время игры. На этом все. И, кстати,